Наш гость прибыл, профессор Арджун Чакраборти. Вот. Такой очень важный, как вы видите. Он такой и есть. Очень знающий и важный. Вот. Из Калькутты. Заехал в Литву на 2 недели. Вот. И приехал, было запланировано, что он приедет к нам тоже 2 недели, но вызывает обратно его в Индию, поэтому, к сожалению, всего на 3 дня. Было запланировано, что он прочитает тоже у нас небольшой курс по астрологии. Вот. Но не получилось, да. Вот. Арджун приезжал к нам раньше, в каком году? Первый раз. В старом ШАКТИ, вот, консультирует, так что, может быть, некоторые из вас его знают. Он астролог в семье в нескольких поколениях. Так, может быть, он сам расскажет, а ты переведешь? So then I suggest that you tell a little bit about yourself. Of course. So do we need translation? Yes, some people Yes, said sure. they didn't agree that those who understand will translate. That is not a good Firstly, let me tell you I'm extremely happy and honored to be at the Shakti Center. Арджун очень счастлив и крайне счастлив здесь быть. And I'm extremely thankful to you all for taking interest in Vedic astrology and coming to listen to me. И он благодарит всех, что вы пришли, и что вы проявили интерес к ведической астрологии и пришли сегодня послушать его. I guess some of you may not know much about Vedic astrology. Наверное, многие из вас не знают много о ведической астрологии. And some of you may know some things about Vedic И astrology. некоторые, может быть, что-то знают. Поднимите руки, кто знает много, а кто знает немного. Кто знает немного. А кто много? Тогда все дело там. Some know, some. Okay. So I will try to frame the lecture in a way that I say something for both kind of people. И Арджун постарается рассказать вам, то есть составить лекцию таким образом, что расскажет кое-что для тех, кто ничего не знает о ведической астрологии, а также для тех, кто кое-что знает. Firstly, I must say a little bit about the background of Vedic astrology, the chronology, these things, a little bit. Maybe about yourself? Ah, sorry, I forgot that. Okay, sure. I come from the East Indian city of Calcutta. Арджун из Калькутты, с Восточной Индии. And I am working with Vedic astrology since 1994. Работает, занимается ведической астрологией с 1994 года. Actually, my astrological lessons began at the time when I started assisting my father's elder brother. И его изучение астрологии началось, когда он стал помогать давать ведические астрологические консультации своему дяде. So his name was Pandit Arджун Чакраборти, которого тоже звали Чакраборти. He practiced Vedic astrology for 50 years before passing away just 4 years ago. Он практиковал ведическую астрологию 50 лет и умер 4 года назад. So I worked with him for 14 years. И Арджун работал с своим дядей 14 лет. Besides that, for the last 11 years, I am having my personal chamber also, giving consultations. И последние 11 лет Арджун дает уже самостоятельные консультации. And I am working as vice principal in an institute of astrology in Calcutta. И работает заместителем директора Института астрологии в Калькутте. Because apart from taking lessons from my uncle, I have taken various courses from various other institutions also. Потому что кроме изучения астрологии чисто на практике своим дядей, он также изучал астрологию в разных институтах, разные курсы проходил.
Between 2007 and 2009, I have been practicing in Europe 6 times. И с 2007 до 2009 год Арджун приезжал в Европу 6 раз и практиковал здесь, в Европе. And during that period, I have worked at ШАКТИ also a few times. И также приезжал в ШАКТИ. But this time, it will be the first opportunity when I really deliver a lecture in ШАКТИ. Но в этот первый раз читает лекцию в ШАКТИ-центре. Раньше он только консультировал. Tell about Tiger Woods. This is nice. Okay. Okay. You all know, well, I have made some good predictions, but I really didn't want to boast about myself. Ну, он, короче, стесняется, я сам расскажу. Он консультирует, есть такой видный журнал гольферов, которые гольф играют, Tiger Woods и так далее. Он всех консультирует там. И вот предсказал точно Tiger Woods, когда они там грозили проблемы, что они его будут. Вот, Yeah, actually, there was a magazine called Swing Time Mauritius. Swing Time Mauritius. Swing Time. Swing Time. It's related with golf. Swing Time Mauritius. Yeah? Indian? No, in Mauritius. 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 Есть журнал вот этот гольферов, он находится в Мауритии. So they wanted me to write predictions for different golfers in their different issues. И вот этот журнал заказывали у него, чтобы он сделал разные предсказания для разных элитных игроков гольфа. Those who are interested in sports must be knowing what terrible things happened with Tiger Woods as result of his karma. И те, которые интересуются спортом, знают страшные вещи, которые случились с Тайгер Вудсом в связи с его кармой. Я не знаю, не знаю. Ты спортом не интересуешься. Ты же не интересуешься. So 2 months before those terrible things came out, I had actually predicted a lot of those things in that magazine. И 2 месяца до этого, как это случилось с Тайгер Вудсом, вот Арджун предсказал, что это все с ним случится в этом журнале. Его предсказали. I am lucky Tiger Woods probably did not see them or he must have sued the magazine before those things happened. И Арджун говорит, что ему повезло, наверное, что Тайгер Вудс не прочитал этот журнал перед этим, поэтому, наверное, после этого бы обвинил, что он во всем виноват. But the things came right, what I said. The things in 2 months came out and it proved to be right. Ну так это случилось, как он предсказал. I made another prediction in television in Calcutta. И Арджун сделал также другое предсказание на телевидении в Калькутте. We all know a few years ago there was this great economic recession all over the world. Несколько лет назад был экономический кризис, все знают. So just before that, the stock markets were soaring high, they were very upbeat. Before that. Что в этом? Рынок акций очень сильно рос. Рос рынок акций. But there was going to be a special change of position for the planet Saturn. И в это время планета Сатурн вскоре должна была поменять позицию. So it was going to come to such a place that at the same time it will disturb the financial positions of the whole world. И Сатурн должен был переместиться в такое расположение, перейти, которое вот должна была нарушить экономический баланс во всем мире. So I have predicted in television that we are going to have a bad phase of 2.5 years related to financial matters all over the world. И поэтому Арджун на телевидении в Индии сделал предсказание, что 2,5 года будут экономический кризис во всем мире, который связан с расположением Сатурна. And as soon as Saturn came to Leo according to Vedic system or Simha, all those things happened. Even I didn't expect my predictions to come true so precisely.
И когда Сатурн перешел в знак Льва, тогда так это все и случилось, и даже Арджун удивился, как он точно все предсказал. Because for the people who know Vedic astrology a little bit or to some extent, I will explain this in a very brief manner so that others don't get bored. И почему Арджун сейчас коротко объяснить, чтобы те, которые немного знают ведическую астрологию, поняли, а другие не заскучали, поэтому коротко. In Vedic astrology, second house and 11th house are very important for finance, financial growth, monetary assets, these things. В ведической астрологии 2 и 11 дом очень важен для всех финансовых сфер. And the 7th house indicates business. И 7 дом указывает бизнес. And 5th house indicates speculation or stock market activities. 5 дом показывает биржу и спекуляции. So just think, when Saturn comes to Leo, which houses of the natural zodiac gets affected by Saturn? И те, которые знают ведическую астрологию, можете представить, если Сатурн переходит в знак Льва, какие знаки общего зодиака повреждаются. Firstly, Simha, the 5th house, which rules stock market speculations, is damaged. Во-первых, 5 дом Калапуруша, это у нас лев, который отвечает за биржу, он повреждается. By its third aspect, it is aspecting Libra, the 7th house. И третьим своим аспектом Сатурн аспектирует весы, 7 знак. By 7th aspect, it is affecting the 11th house, Aquarius. Своим 7 аспектом Сатурн аспектирует 11 дом. And by 10th aspect, it was going to affect the 2nd house, Taurus. И 10 аспектом, соответственно, аспектирует 2 дом общего зодиака. So Saturn is such a planet who, when gets determined to give some kind of an effect, will really give it, and no other planet can stop it. И Сатурн это такая планета, которая, как он решит, что он даст какой-то эффект, это так и произойдет, и никакая планета это не остановит. So now, I just say a few things about Vedic astrology, some general things, and how it is related to spirituality or the Vedic religion. И сейчас Арджун нам скажет несколько основных вещей насчет ведической астрологии и как это связано с духовностью. The father of traditional Vedic astrology we generally accept to be as sage Pavasara. И всеобще принято считать святого Риши Парашары отцом ведической астрологии. But there were other great sages in his time who also contributed very importantly to Vedic astrology. Но во время мудреца Парашары также жили другие мудрецы, известные святые, которые тоже внесли свой вклад в развитие ведической астрологии. I won't name all of them, but I should name just a few of them. Некоторых Арджун, например, сейчас назовет, не всех. Bhrigu, Jaimini, Atri, Manu, Kashyap, Yavanacharya, who was actually from abroad, and there were many more. Вышеупомянутые и также другие. That needs no translation. Bhrigu. Yes. Jaimini. Now, why I mentioned Pavasara? Pavasara was the father of Vyas. Почему Арджун упомянул Павасара? Павасар был отцом Вьяса, тоже мудреца. Вьяса, наверное, многие знают. Vyasa was the sage who compiled Mahabharata and Bhagavad Gita. Вьяс был мудрецом Риши, который написал Махабхарату и Бхагавад-гиту. And also 18 Puranas. И 18 Пуран. So, normally it has been judged or decided upon by Oriental historians. И, yes, It has been decided by Oriental historians yes, what has been decided? that the Mahabharata events took place 5,000 years ago.
И считается, что историки считают, что Махабхарата произошла 5000 лет назад. And Vyas lived at that period naturally. И Вьяс должен был жить в это время, поскольку он это все описал. And Parasar was his father. А Парасар был его отцом. So, the most important text of traditional Vedic astrology, Vrihat Parasari Hora, was written more than 5000 years ago. Vrihat Parasari Hora. И самый текст, рукопись ведической астрологии была написана больше 5000 лет назад. But according to Western historians, Vedic astrology was actually taught to Indians by the Greeks, according to Western historians. Но западные историки считают, что ведическую астрологию индусам научили греки. This includes my very old friend, very famous historian, Professor Audrius Benorus of Vilnius University. Также хороший друг, давний друг Арджуна, профессор из Вильнюсского университета, тоже, к сожалению, так считает. I try to preach all over the world Vedic astrology is 5000 years old. А Арджун пытается всем объяснить, что ведическая астрология что ей больше, чем 5000 лет. And he travels all around the world explaining people it is less than 2000 years old. А он, этот профессор литовский, путешествует по всему также миру и всем объясняет, что ведическая астрология меньше, чем 2000 лет. So, but as Indians, we definitely believe it is even more than 5000 years old. Но индусы верят, что ведическая астрология даже насчитывает больше, чем 5000 лет истории. Now, why are we calling this Vedic astrology? Why are we using this term Vedic? Почему мы называем эту астрологию ведической? Does the Vedas actually contain a lot of verses on astrology? Содержат ли на самом деле Веды много упоминаний об астрологии? It is actually not true. Это не так. In Rig Veda, there are about 40 or 42 verses about astrology. В Ригведе есть 42 раздела, которые посвящены астрологии. In Yajur Veda, there are 36 or 38 verses on astrology. Яджурведа. Yajur Veda. И в Яджурведе 36 примерно разделов, посвященных астрологии. About 50% of them, the verses are common, even common in the two Vedas. The same. Yes, the same. И большинство из них, текст один и тот же в обеих ведах. But it has been said that Vedic astrology is the eye of the Vedas, or astrology is the eye of the Vedas. Но говорится, что астрология – это глаз вед. Therefore, we can understand that it has been advised to know something about astrology so that you can understand the spirit of the Vedas. They are so connected. И поэтому рекомендуется разбираться хоть немного в астрологии, потому что астрология связана с духом вед. Later, some great astrologers have even, or some great spiritual people have even said astrology is the fifth Veda. И некоторые святые даже сказали, что астрология – это 5-я веда. So we see it is an extremely important part of spiritual India. И поэтому астрология является важной частью, духовной частью Индии. Through Vedic astrology, it is actually possible to determine the inner nature of a person. С помощью ведической астрологии возможно определить внутреннюю личность человека. Maybe some of you know that according to Bhagavad Gita, Может быть, некоторые из вас знают, что в соответствии с Бхагавад-гитой there are supposed to be 4 varnas or classes of people. Существует 4 варны или касты людей. Vipra, Kshatriya, Vaishya and Shudra. Вот эти вот. So,
these are supposed to be according to the inner inclination or quality which is called guna. И они определяются в связи с внутренними качествами, которые называются гуна. And profession, which is supposed to be karma. И родом деятельности человека, который определяется кармой человека. It is unfortunate that nowadays in India these varnas have become family-wise, the varnas are determined. И, к сожалению, уже какое-то время в Индии, в последнее время, эти касты, варны определяются родственными семьями, то есть в семье, например, шудров рождаются шудры и так далее. Это не определяется уже астрологически, а исходя из семьи, в какой рождается ребенок. So, if somebody actually wants to recognize himself or herself, И поэтому, если кто-то хочет узнать в том, wants to know his or her actual varna, узнать свою настоящую варну или касту, it is possible to judge that through the birth horoscope. это возможно определить, исходя из гороскопа на момент рождения. This has been, or this statement has been made by Swami Vivekananda, the great Indian philosopher. И это сказал, наверное, тоже почти все знают, Свами Вивекананда, великий мудрец Индии. So this inclination is, it can be understood or found out through the birth positions of planets. И эту принадлежность можно определить по расположению планет на момент рождения человека. But where is this inclination coming from? Но откуда это расположение, эта наследственность, принадлежность происходит? Suppose somebody is born with a very weak Mercury, Ну, например, кто-то родился с очень слабым Меркурием. or he is born with a strong Mars. Или с сильным Марсом. Mercury indicates Vaishya qualities. Меркурий определяет качество вайши, Mercury is касту торговцев. Mercury is Rajasic Vaishya. Меркурий. Yes. Меркурий это значит раджасический вайши. Rajasic means having a lot of energy and having inclination for a lot of material development and material desires. А раджасическая это гуна, которая определяет много энергии и много материальных желаний. Love for power and ego also. Это означает и эго, и также любовь к власти, жажда. And Mars, if that person has a strong Mars, Mars indicates the Kshatriya Varna. А если у человека сильный Марс, Марс показывает варну касту кшатриев. And it is having both Rajasic and Tamasic qualities. И у него, у Марса есть раджасические и тамасические качества. It depends on what sort of position the Mars is in the horoscope, or it is having what kind of combination with other planets. Это зависит, как он расположен и как он соотносится с другими планетами в гороскопе. So, why is that person born with a weak Mercury and a strong Mars? Почему человек родился с слабым Меркурием и с сильным Марсом? Is it just a coincidence that he or she was born at a time when those planets were in such conditions in the space? Является ли это просто совпадением, что человек родился в это время, когда планеты были в пространстве в таком расположении? According to Vedic knowledge and according to astrology, there is almost nothing called coincidence. В связи с ведическими знаниями астрологии нету никаких случайных совпадений. Everything is related to past karma or prarabdha. Все, что происходит, связано с нашей предыдущей кармой или прарабдхой. The person who is born with weak Mercury must have neglected the Mercurian sides of the nature in previous life. И если человек родился слабым Меркурием, это значит, что при предыдущей жизни он игнорировал, относился небрежно к
сферам жизни, которые определяются Меркурием. Or the person must have done some very wrong things to Mercurian people in past life. Или он сделал что-то очень плохое по отношению к людьми, которые курируются Меркурием в прошлой жизни. So that person is cursed with a weak Mercury. И он как бы проклят слабым Меркурием в этой жизни. So related to the strong Mars also, this is the reason he must have been culturing the Martian qualities previously. Сильный Марс это значит, что он в предыдущих жизнях как бы развил качество Марса. Or must have been patroning or doing good to Martian people in previous life. И сделал что-то хорошее, как-то брал под свою опеку людей, которые курируются Марсом в предыдущих жизнях. Now, you must know that the religions that believe in repeated incarnations of the soul have high esteem for astrology. И все религии, которые верят в реинкарнацию души, они серьезно относятся к астрологии. And the religions who are not really supporting the theory of rebirths and karma, they are not exactly saying good things about astrology. А религии, которые не верят в карму и реинкарнацию, говорят не очень хорошие вещи об астрологии. For example? Yes. The Hinduism, Buddhism very much in favor of astrology. And Christianity and Islam, they are not so much in favor of astrology. Христианство и ислам не очень рады астрологам. But I must say that the Islamic kings of India between 1000 and 1800 AD, they used to have Hindu court astrologers. They used to have them. They used to honor them also. Но исламские правители, которые правили в Индии, у них также все-таки были индийские астрологи. And there is a branch of astrology called Tajik or Persian astrology that is also a rich branch of astrology. А также есть сильная отрасль астрологии, которая называется персидская астрология. Now, so there is a question that arises in this situation. For example, if we are born with particular planetary indications through our horoscope, И тут появляется вопрос. Например, если мы рождаемся с специфическим как бы расположением планет в нашем гороскопе, so can we do anything about it? Or it is going to the astrologer means only knowing the future? и можем ли мы что-то изменить, или мы можем просто отправиться к астрологу и узнать, что несет нам день грядущий? This question I have been asked in many countries. Во всех странах Арджуна спрашивает этот вопрос. Because just a few days ago I was lecturing in the Vilnius University. Несколько дней назад Арджун давал лекцию в университете Вильнюса. Quite a few students came to me and asked this question. И несколько студентов подошли и спросили этот вопрос. Regarding this, the greatest astrologer of the post-Christ era, Varaha Mihira, has given explanations. И великий астролог после рождения Христа, Вараха Мира, дал объяснение по этому поводу. Varaha Mihira lived in the 5th century AD. Он жил в 5 столетии. So, he says there are two kinds of karmic indications in the horoscope. И он сказал, что в гороскопе есть две разновидности кармы, которая видна в направлении на двух разных карм. What actually happens when the soul leaves the body, or there is something called death? What happens to the soul? Что на самом деле происходит с душой, когда она покидает тело? The karma that the soul has, or the results of the karma, is divided broadly into two parts. И карма, которая имеет душа, она, грубо говоря, разделяется на две части.
Sanchita and Prarabdha. Санчита и прарабха карма. Sanchita part is enjoyed or suffered for some period in heaven or hell. Санчита карма это определяет, мы будем наслаждаться. If there is Мы будем наслаждаться в раю или страдать в какое-то время в аду. if there is more punya or good karma and less papa or bad karma, И если у нас больше позитивной кармы или пуньи и меньше негативной кармы, немного папа кармы, then at first hell has to be suffered for a short period and then for a longer period heaven can be enjoyed. тогда душа отправляется на короткое время в адик помучиться, а потом наслаждается в раю. And the opposite is also true. И также происходит наоборот. But that is not the end of the karmic results. Но этим результаты кармы не заканчиваются. The major part is called prarabdha. Главная часть кармы называется прарабдха. So that has to be suffered or enjoyed in the future births. И прарабдха карма определяет, будем ли мы наслаждаться жизнью или страдать в следующих наших воплощениях. And that, После того, как оттянулись в раю. and what kind of enjoyments or sufferings that person will have, that is indicated through the birth horoscope. И именно какие наслаждения или какие мучения нас ждут в следующей жизни или в этой нашей жизни, это определяется гороскопом на момент нашего рождения. So this prarabdha is of two kinds. И прарабдха карма, в свою очередь, делится тоже на две части. Dridha or fixed and adridha, which is changeable. Дрига или фиксированная, или так, который меняется, который мы можем изменить. So some indications in the horoscope are actually so clearly seen or so confirmed that the indications will be fulfilled. You cannot avoid it. Поэтому некоторая наша карма в гороскопе видна настолько ясно и явно, и она, вот эта часть, которая невозможно изменить, она однозначно как бы нас догонит и произойдет. Varahamihira says that mainly Saturn, Jupiter, Rahu and Ketu indicate this kind of dridha karma. И эту карму, дриха-карму, которую обязательно должна произойти, событие в нашей жизни определяется Вараха мира, этот мудрец, говорит, что она определяется планетами Сатурном, Юпитером, Раху и Кету. These are the slow-moving planets according to Vedic astrology. И в соответствии с ведической астрологией, это планеты, которые двигаются очень медленно. And then there is the adridha karma, which can be modified through various good deeds or remedial measures. И есть адриха карма, карму, которую мы можем изменить, если мы делаем хорошие поступки, применяем специальные компенсаторные механизмы. So, Moon, Mercury, Venus and Sun indicate this adridha karma. И эту карму, которую возможно изменить, ее показывает в гороскопе Луна, Венера, Меркурий и Марс. Not Mars, No, Sun. Sorry. Sun. And Солнце. Mars is somewhere in the middle of these two groups. А Марс хитрый где-то посередине там. Mars indicates something called dridha karma, mixture. И Марс показывает смешанную карму, дриха карму. Because normally Mars is a fast-moving planet. 45 days it stays in each zodiac sign. Потому что Марс, он достаточно быстро подвижная планета, в среднем 45 дней остается в одном знаке зодиака. But once in 2 years, when it becomes retrograde, it can stay in a sign for 5 or even 6 months. Но раз в году, когда он становится ретроградным, назад идущим, он может застрять в одном знаке на 5-6 месяцев. So at that time, the results that Mars give
becomes very strong and difficult to bypass or difficult to survive actually. И тогда эти результат, который дает Марс в этом вот до ретроградном долгом положении в одном знаке, их трудно избежать. So we can see that there is actually or I can say this is actually wise to take an astrological consultation. Поэтому не так уж глупо обратиться к астрологу. Some indications which are very firm and unchangeable, you can at least prepare yourself for that. Потому что есть некоторые события, которые могут быть предсказаны, которых вы не можете изменить в соответствии с своей кармой, но вы можете хотя бы к ним приготовиться, быть готовым. And some other indications, you can modify that through good deeds in this life and through some Vedic remedial measures. И те тенденции в гороскопе, которые у вас есть, но вы можете которые изменить, вы можете их изменить с хорошими поступками и ведическими существующими разными механизмами, упаями. But according to my experience, some effects of the slow-moving planets can also be modified if you are ready to work hard on the remedial measure. Но в соответствии с опытом Арджуна также некоторые события, происшествия, результаты планет, которые двигаются медленно и приносят неизменную карму, тоже можно ее изменить, если приложить много усилий и хорошо помолиться. I am personally passing through the planetary period or Mahadasa of Saturn for the last 5 years. И лично Арджуна, у него сейчас период Махадаша, последние 5 лет. 5 лет назад тому началась период Сатурна в Шайне. Initially, I was having some good results and some bad results, and I saw that it is getting more towards bad results actually. И вначале Сатурн давал Арджуну хорошие результаты и плохие, а потом все хуже, хуже, хуже. So then, И тогда I got very much worried. И очень озаботился. But I took the advice of our Guruji. И тогда Арджун обратился к нашему Гуруджи. Guruji advised me some mantra and a very disciplined style of living. И Гуруджи посоветовал ему специальную мантру и также очень дисциплинированный образ жизни. I had to chant those special mantras, and at that time I became completely vegetarian. И Арджун стал абсолютным вегетарианцем и повторял специальные мантры, предавался суровой аскезе. Because I personally belong to the Shakti cult of Hinduism, where Brahmanas are supposed to eat meat and they do it from their birth. И Арджун принадлежит к так называемым индуистам Шакти, касте браминов, и эти люди на юге, они с детства, они вот эти брамины Шакти, они кушают мясо, им даже на пуджа как просадку дают мясо. But Сплошные тантрики. the more difficult thing was leading life of a brahmachari in spite of being married. Но самое сложное оказалось быть брахмачарем. Also Guruji told me that. He said, Better don't ask. Самое сложное, было соблюдать целибат, да, то есть брахмачаре следовать, хотя Арджун женат, у него есть жена, вот. Это оказалось сложнее соблюсти целомудрие по сравнению с тем, что не есть мясо. I was supposed to do this special mantra for 3 years and still 9 or 10 months are left. И должен был повторять специальную мантру 3 года, Арджун это делал, и оставалось всего 9 месяцев. So after next June, when my bad
Antardasa or sub-periods are over, we can plan to have a child. After next June. Это сейчас осталось 9 месяцев, вот, и когда закончатся плохие подпериоды, да, Антардаши, Махадаши Сатурна, вот, тогда Гуру же сказал, можете подумать уже о ребенке. For 3 years? For 3 years. Oh my God. Quite difficult, and you need great support from your partner to do this. Вот, так что не так уж легко соблюдать целомудрие, и жена должна быть понимающая, говорит Арджун. So now, has things changed? The results of Saturn period, have they really changed to good? И какой же результат да, вот в этом периоде Сатурна? Изменилось ли что-то, результаты вот этой суровой аскезы, что-то к лучшему? I checked this through Prashna astrology or query astrology. И чтобы выяснить это, Арджун проверил это через так называемый составная астрология, Прашна астрология. Some of you will have idea about this, and some of you might not have heard about this. Некоторые знают, да, это астрология на момент задавания вопроса. Когда вы задаете вопрос, на этот момент создается гороскоп. One of the earliest books on Prashna astrology is Hora Shatpanchashika, written in 6th century AD. Hora Shatpanchashika. Так называется книга, посвященная астрологии вот этой Прашны, написана в 6 столетии. After that, in a famous book called Uttar Kalamrita, there is a famous quotation about Prashna astrology. И также в очень известной книге Уттар Каламамрита есть тоже упоминание насчет Прашны, очень важное. But what is this Prashna astrology? Что такое Прашна астрология Прашны? Normally when somebody cannot say the correct date of birth or time of birth, we make special horoscope for that person's question. И, например, если неизвестна дата, дата обычно известна, точное время рождения, да, тогда гороскоп составляется, когда человек приходит и задает вопрос, на этот момент, когда он задает вопрос. In India, many people cannot even say the date of birth. И в Индии даже многие не знают число, когда они родились, там 11, 12, 13, ребенок, там уже все забыли. Это действительно так, мы их спрашиваем, сколько вам лет. Especially old people, they may know the date of birth, but forgotten the years. They say maybe I am 65 or to 70 years, somewhere my age is 65 to 70. Особенно пожилые люди, они иногда знают число, но не знают год, который родились. Они говорят, ну может мне 75, может 77 лет, может там 80. Or somebody may say, my mother said when I was born, there was beautiful wind and birds were singing. И мать Арджуна сказала, ну когда ты родился, да, тогда был красивый ветер и пели птички. Это единственное, что напомнит. So, query astrology plays a very important role in India. Поэтому вот Прашна, она для Индии очень важна. So, in Uttar Kalamrita, the great astrologer Kalidas says, И в этой книге Уттар Каламамрита великий астролог говорит, so he says that a query horoscope is as good as a birth horoscope, as accurate, no less accurate. И он говорит, что этот гороскоп, когда вы задаете вопрос, он так же точен, как гороскоп на момент рождения вашего. But I know my birth horoscope, so why did I check through query horoscope, whether my time has changed or not? И Арджун знает свой гороскоп на этом рождении, почему он обратился к гороскопу Прашны. There is a famous book written in 15th century AD called Prashna Marga. Еще одна книга есть. Он все книги прочитал, я не могу. Prashna Marga. Прашна Марга. Prashna Marga means way of the query style of astrology or the way of the question. Это означает путь астрологии по вопросу. So in this book, the great South Indian astrologer says
И где говорится, великие южные астрологи Индии там говорят. The birth horoscope indications and query horoscope indications are not the same, they are different. И там говорится, что тенденции, которые видны в гороскопе на момент рождения и вот в прашне, на момент, когда вы чем-то заинтересовались, они отличаются друг от друга. And the query horoscope indication is actually the more accurate. И даже гороскоп прашны может быть более точным. So why can it be different? How can it be different? Because if they are different and the query horoscope indications are correct, then the birth horoscope indications has to be wrong. И как они могут быть разные? Получается, если тенденции, которые показывают, или индикации, которые указаны в гороскопе прашны, правильные, и они отличаются от гороскопа на момент рождения, тогда гороскоп на момент рождения должен быть неправильным. The birth horoscope indication is only showing the result of the karma we have done previously, and so that the indications are till that time. И это объясняется тем, что гороскоп на момент рождения показывает карму, результат кармы, который мы собрали за наши предыдущие жизни. До нашего рождения. But after being born, the person is doing some activities, good or bad. Но после того, как человек родился, он что-то делает, хорошее, может быть, что-то плохое. So if those activities have been so significant that it has changed some karmic effects already, И если эти действия были достаточно значительные, они могут изменить кармические результаты. that will be indicated in the query horoscope. И это тогда отразится в гороскопе на момент, когда вы к нему обращаетесь, то есть прашна. So the query horoscope is more advanced and it is more updated. То есть он как бы более точно, прашный гороскоп показывает, соответствует данному моменту, что с вами происходит на данный момент. So I checked with the query horoscope and I saw it does not match with my birth horoscope results at all. И Арджун проверил прашну и смотрит, совсем не соответствует с его гороскопом на момент рождения. I see some very fine indications. How can this happen? И он видит там очень хорошие вещи вдруг. So I could understand that the very difficult remedial measure I have been doing for the last 2 years, that is actually has changed something seriously. И тут он понял, что воздерживался он не зря. И Сатурн его оценил. But the funny thing is, Guruji didn't say exactly what I have to do clearly. Но что самое интересное, что Гуруджи определенно точно не сказал, что именно он должен делать. He only makes some small indications, and I had to think very carefully what can be the inner meanings of those. И он сказал несколько слов, которые можно было истолковать по-разному, как бы дал некоторые направления, и Арджун должен был сам догадаться, что это все значит. This is the problem Он это любит, да. with all great sages, all verses in Vedas and Puranas. This is the problem. They're very small. In the inner meaning, you have to think and find И it вот out. эта проблема со всеми мудрецами во всех ведах, они говорят пару таких слов, а что они все значат, вам надо самим думать и догадываться. For how long am I speaking? 1 hour only. 1 hour only? Okay, so now I want to say that what I am extremely happy about. I am extremely happy about one event that is going to happen in Shakti. И Арджун сейчас хочет сказать, что доставляет ему особую радость, что вот один из мероприятий, которое будет происходить у нас в ШАКТИ-центре. My friend Юрис himself is a qualified Vedic astrologer. Я тоже не дурак говорить. So, he and myself have created
a special syllabus for Vedic astrology learning. Мы создали вот такой курс вместе с Арджуном, как изучить ведическую астрологию. But this course is very different from other courses that are taught in India, in Europe, different places. И этот курс очень отличается от обычных курсов ведической астрологии, которые учат, преподают в Индии, в Европе, в разных местах. We have planned only 2 years of teaching, maximum, total 2 years of teaching. Отличие в том, что это все займет только 2 года, максимум, если кто-то дотянет. Well, if someone wants to know everything about astrology, one lifetime is not enough. Если кто-то хочет узнать все об астрологии, то одной жизни не хватит. I can give an example to prove this. И есть пример, можно это доказать. There is a famous book written in 13th century AD called Sarvartha Chintamani. Ой, еще одну книгу. В 13 веке тоже прочитал. There is a system of dasa, antardasa calculations or how to judge planetary periods and subperiods. Она объясняет, как оценивать даши, антардаши, разные периоды и подпериоды нашей жизни. So, out of many books of Vedic astrology, only this book has 604 rules for judging the results of dasa, antardasa. И только вот эта единственная книга, она содержит 604 закономерности, правил, как вообще определять результат даши и антардаши. But nobody can remember those 604 rules or can apply them when judging a horoscope. И никто не может, во-первых, запомнить эти 604 правила, во-вторых, применить их в жизни, когда вы оцениваете гороскоп. But then there are many other books like this, saying different, more different things. Но это не единственная книга, есть еще куча других. Я уже понял, да, куча других книг, которые содержат другие правила. So I want the people who will study this course, Поэтому желание Арджуна, люди, которые придут на этот курс, который начнется 22 ноября у нас здесь в ШАКТИ центре. when they will finish these 2 years, their fundamental knowledge will be extremely strong. После того, те, кто пройдут этот двухлетний курс, их основные знания будут крайне основательными и сильными в ведической астрологии. And there will be special classes on practical application of theories, not just giving many theories after theories, on practical application with practical horoscopes. И курс содержит также, кроме теории, будет практическое изучение, как применять эти знания, как будут разные занятия, и будем практически изучать гороскопы и как все это применить в жизни, делать прогнозы. In India, there are Кому надо a целомудрие. lot of schools of Vedic astrology. Many schools are there. In India, there are a lot of schools of Vedic astrology whose courses are 8 years, 10 years, 12 years long. И в Индии есть много курсов ведической астрологии, они там и 8 лет, и 10 лет, и 12 лет, разные школы, курсы, которые вот можно изучать ведическую астрологию. But sadly, some of the unimportant things are taught at the beginning, and some of the most important things that you need while judging horoscopes are taught after 6-7 years. И, к сожалению, что происходит, что некоторые важные вещи вначале объясняются, потом другие важные вещи, которые необходимы для толкования гороскопа, рассказываются через 6-7 лет обучения. But I wish to teach the most commonly usable systems or rules in the first 2 years. Поэтому курс создан таким образом, что за 2 года будут объяснены, изучены самые необходимые основные правила ведической астрологии, чтобы истолковать гороскоп и сделать прогноз.
And secondly, the fundamental knowledge will be made very, very strong. И таким образом основные знания станут очень сильными, как бы, ну, главный упор. Нет, как. So, if the fundamentals are strong, after 2 years, the other things you can read from the books and learn by yourself. И поэтому, если у вас basics, да, основные знания очень сильные, да, остальное, если появится желание, необходимость, можно уже это. And at that time, if you have problem in understanding something, you can definitely contact us and we will help you understand that, even after the course is finished. И если вдруг кому-то что-то будет непонятно после 2 лет, можно к нам обратиться, мы все объясним. So, I want the students to be able to judge horoscopes and start practicing with confidence after 2 years. Поэтому цель, что через 2 года обучения с абсолютной уверенностью вы можете быть способны читать гороскопы, делать толкования, стать великими астрологами. So, this is my challenge and this is my guarantee for those who will study this course. This is what I do in India. И этим Арджун как бы в Индии занимается, да, это как бы его, как по-русски челлендж, не знаю. Вызов, знаю, да. И его он, короче, гарантирует. 2 года и будет вам счастье. Some people ask me, Vedic astrology rules are so ancient. И некоторые люди спрашивают, ну, ведические вот эти все правила, они настолько древние, там больше 5000 лет. Even for today's Indian society, the society's socio-economic conditions has changed so much. How can you apply those 5,000-year-old rules now? И как это можно применить в нашу сегодняшнюю жизнь, которая настолько изменилась за 5000 лет, вот эти вот древние ведические правила? And the European society is radically different from that. How can those rules be applied here? А наше европейское общество тем более изменилось по сравнению с ведическими. Как это вообще к Европе можно применить? For example, some Vedic astrology rules say if you have a very good 7th house. Например, одно правило в ведической астрологии, это если у вас очень сильный 7-й дом, you will have more than 5 wives. У вас будет больше, чем 5 жен. Oh my God. Because in those days, You know, Guruji told me that you'll have this wife. maybe you have, nobody knows, maybe you already have. And then I made some agreement, he said, okay, well, only 3. So, in those days, having a very good place of marriage indicated having different very good wives from very good families at the same time. В те времена это было крайне неплохо, потому что хорошие жены с разных богатых семей поступали, и 5 жен. But can I apply this rule now? Но можно ли применить это правило в наши дни? But if I, or for example, Saturn indicates western direction. Normally, Saturn indicates western direction. Или, например, Шами Сатурн показывает нам направление, западное направление. Venus indicates southeast direction. Венера показывает юго-западное. Southeast. Юго-восточное. Now, when I am practicing in Europe, I cannot really apply these rules so strictly. It is not possible. И когда Арджун дает консультации в Европе, трудно применить точно вот эти вот правила. I have to modify them a great deal. Надо их немного. I can tell you, Saturn normally indicates the winter season and cold countries.
И Сатурн также указывает на холодную погоду и зимний гадлайт. And Venus indicates places with a nice moderate climate like spring or autumn, this kind of climate. Like Italy, yeah? Yeah? А Венера показывает теплые, приятные такие страны, где вот такая вечная весна, типа Италия, Испания. So when I practice in India, by Venus, I actually do not indicate the southern direction, I indicate some other directions. И сейчас, когда Арджун дает консультации в Индии, и он судит по Венере, на самом деле он, это уже не означает южное направление, а другие направления. And while practicing, especially in Eastern Europe, И когда практикует в Восточной Европе, by Venus, I indicate places like Spain and Italy near the Mediterranean. Венера показывает страны рядом с Средиземным морем. Although it is indicating southwest, not southeast. Хотя показывает юго-запад, а не юго-восток. So, if the fundamentals are very strong, by fundamentals I mean knowledge of planets, houses, signs and constellations. И если ваши основы ведической астрологии очень сильны, насчет основы это значит знаки, дома, планеты и их сочетания. And there is so much to learn about these things, there is almost no end to it. We think we have learned enough about these things, but there is infinite amount of knowledge hidden in these things. Но также знания насчет вот этих основных вещей, они тоже огромные, и их можно изучать и изучать. So if you know this really very well, then you will be able to modify rules in any place in the world, in any society, and be able to come to mostly correct deductions. Ну, если вы знаете эти основные правила, то вы сможете в любой стране сделать необходимые изменения и прийти к правильным выводам. So, what about 5 wives? Yeah? What about 5 wives? Oh, 5 wives, yes. That's what I said, that now I cannot judge it like that. I have to modify and think in a different way. Вот, и даже вот 5 жен уже значит что-то другое. In a society, that was the society when, without separating from one wife, one could have many wives. Это тогда значило, что у человека может быть небольшой гаремчик, 5 хороших жен. And those wives used to consider themselves as sisters, not enemies. И эти жены в наше время это трудно понять, они были как сестры, а не как враждующие тетушки. So now, if I see it indicating good 7th house, I have to say you will have only one wife. А сейчас, если у вас сильный 7-й дом хороший, это значит, важно говорить, что у вас будет одна жена. Обидно, конечно. Потому что сильный 7-й дом это означало, что у вас одновременно 5 жен, это не значит, что вы там одна жена развелись, вторая, третья, да, это значит вот что. Хорошая, много, хорошая, а здесь в наше время это уже одна хорошая. In many astrological texts, mostly father has been judged from in some from the 9th house, in some books from the 10th house. They advise judging father. И главные астрологические тексты, если их судить, делать заключение насчет отца, рекомендуют судить по смотреть на 9-й дом, некоторые на 10-й дом. So why these two rules? Почему два правила? 10th house because husband or partner of mother, that is 7th from 4th. Почему 10-й? 10-й это значит, что 7th from the 4th house. 4th house indicates mother and 7th indicates partner. So mother's partner from 4th count 7 houses, you go 10.
Четвертый дом показывает мать человека, а партнеров показывает седьмой дом. Седьмой дом от четвертого партнер матери, отец, это получается 10-й дом. So that was very much applicable in that society. И когда-то вот это было очень как бы применимо в древнем обществе. But now, in some situations, father may not really be mother's partner. He could be friend for a short while. Possible, even in India. А сейчас бывает, что отец совсем не партнер, не партнер матери, а так мелькнул где-то там. In Sweden, I have got some clients, some women who had babies but don't know who is the father. They took it, they're single mothers taking from clinic. Ну, например, в Швеции у него были клиенты, которые, женщины, да, которые были дети, но которые не знают, кто отец, потому что матери-одиночки брали детей из клиники, из роддома. So, now it is more relevant to judge from the 9th house, because 9th house means creator, one who created. So we judge God also from 9th house. И поэтому наши не более как бы правильно оценивают по 9-му дому, потому что 9-й дом показывает создателя, вот, тот, кто создал. Вот. А? Бога показывает. So, in various situations, you will have to keep on using your strong fundamental knowledge to make different rules for different horoscopes. Поэтому вот нужно знать эти основные правила, чтобы сделать правильные заключения. Наши сложные дни. It is getting late, maybe getting cold also. Maybe it is time you can ask some questions and we can end here. Какие у кого есть вопросы? Es gribētu uzdot jautājumu. Ir svarīgs tas jautājumu uzdošanas brīdis astroloģiskajā konsultācijā. Kāda ietekme ir tuvojošam saules aptumsam bez dažām vienāksmēm? The question is about the solar eclipse, which is approaching in a few days. So if you say that the prashna is important, so the solar eclipse is something also to do with prashna, so what the significance can have this solar eclipse which is approaching? Actually, solar eclipse is mostly to do with mundane astrology or samhita. Солнечное затмение в основном связано с Samhita. Самхита астрологией. Samhita means the branch of astrology that deals with future of the planet, of a country, of a city like this, or weather, these kind of things. Самхита астрология относится, это часть астрологии, которая рассматривает судьбу страны, города, а не отдельных людей. And also, solar eclipse, if someone is born very close to a solar eclipse or during a solar eclipse, that person's sun will be weak in the horoscope. So that will affect that person's life. И если человек родился около, примерно в то время, когда происходило солнечное затмение, значит солнце будет слабое в гороскопе человека. But I can say that some people are thinking that probably on 21st December something very abnormal planetary position is coming, what will happen? Может быть, вас интересует 21 декабря, что там будет за ситуация, может, там многие думают, будет плохая. In 1962, there was a time when a more scary planetary combination came in 1962. В 1962 году была намного хуже ситуация с планетами, они там выстроились, чем вот сейчас у нас ожидает 21 декабря. In Vedic astrology we use 9 planets. В ведической астрологии мы используем 9 планет. So all those 9 planets came in a line, 8 planets in Capricorn and 1 planet in Cancer. И все эти, в 1962 году, все эти 9 планет выстроились в один ряд. 8 в одном знаке и одна в другом. So, in India, in various places, lot of homas and yagyas were performed to save the world.
И в Индии, в многих местах делали разные ведические, производили ритуалы, чтобы спасти мир от этого ужаса. Two very important things took place in 1962, which could be very dangerous, but didn't happen. И два очень таких серьезных происшествия могли произойти в 1962 году. Actually, the less important thing was China breaking war against India, and many people died in that war. Many thousands of people died. It was an official war. Одно, что случилось, это было, Китай объявил войну Индии, и много людей умерло в этой войне. But there was something called Caribbean crisis, which is more important actually. Но более важное событие даже было Карибский кризис. Russia and America were almost on the verge of declaring a nuclear war. И Америка с Россией почти вступили в ядерную войну. The president of USA, who at that time was, I don't remember, but he said to the Russian president, we can destroy you 6 times. Президент Америки, если кто-то помнит, And the Russian, сказал российскому президенту, что мы вас уничтожим 6 раз и еще догоним и 7 раз точно. and the Russian president replied, we can destroy you 1 time. А русский президент сказал, нам одного раза хватит. Вас замочить. So it was a very dangerous situation, but maybe because of the Homa and DEJAS performed in India, it didn't happen. Но этого не произошло, то есть не случилась война, может быть, потому что вот производились эти все ритуалы в Индии. But you see, according to the Vedic knowledge, Kali Yuga is supposed to continue for many more thousands of years. Nothing is said about destruction or re-beginning at this moment. И в соответствии с Ведой Кали-юга должна еще пройти несколько тысяч лет, и в Ведах ничего не сказано, что какой-то Кали-юг наступит сейчас. No questions? Welcome, jautājumi, еще вопросы? А ты будешь приезжать тоже в АСТРОЛОГИЯ? Или только ты или вдвоем, как это было курс? She's asking if you also within these 2 years are coming to giving some additional courses, or it's only me. I will also come occasionally because I have entered a written agreement with my Lithuanian organizer that I will have to come every year. So when I come here, I will definitely take the opportunity of coming to Latvia. Yes. Ну, если у меня хорошо будете заниматься, он будет приезжать. Сколько можно сказать, стоит этим заниматься или нет? Can one judge according to the chart, is it worth for a person to study astrology or not? Yes, of course. Yes, of course. See, there are 2 uses of learning astrology, 2 different kinds of uses. Есть два разных смысла, зачем изучать астрологию. One use is you can do consultations with many people in future and take it as a profession. Один вариант, можете стать профессионалом и давать консультации. And the other use is, even if you do not do consultations, it will help you take many right decisions for yourself and your family. И если вы даже не станете, не станете заниматься этим профессионально, вы сможете принять правильное решение насчет вас самих и ваших членов семьи, а также всех остальных, которые вас вдруг заинтересуют. So one can take the first course and see whether the person is falling more deeply in love with astrology, then can decide whether to go ahead or not. Вот, курс разработан из 3 частей. Первые 6 месяцев основной basic, потом более углубленный еще 6 месяцев, и потом еще более углубленный следующие 12 месяцев из 3 частей. Поэтому вы можете прийти на первый курс, который 6 месяцев, и посмотреть, влюбляетесь ли вы в астрологию, или она вам не интересна. 2 courses will be of 6 months each.
the first 2 courses. Первые 2 курса, это каждый состоит из 6 месяцев. And the third course will be of 1 year. И третий это 1 год. In this third course, along with judging birth horoscope, some knowledge of Prashna horoscope and Nimitta system will also be given. И в третьем уже, в этом углубленном годовалом курсе, будет также изучаться вместе с углубленным изучением гороскопа на момент рождения Прашна, система Прашны, а также Нимита. Nimitta means? Астрология Нимита. Это астрология предназнаменований. Nimitta means omens, study of omens. How can you take a decision by watching people around you, hearing sounds around you, these kinds of things. Нимита предназначение значит, что какие можете сделать выводы, исходя из разных событий, что происходит вокруг вас, что там кто-то сказал, где птичка прилетела. I'll just give you a small example how useful nimitta will be. It will be amusing for you also. Небольшой пример, как нимита работает. A person about 37 or 38 years old кто-то, кому 37-38 лет было, was coming to me sometimes and saying, I am not finding the right wife for me. I want to get married. It is getting too late. Он сказал, что никак не могу найти себе подходящую женщину, жену, вот, уже становлюсь стареньким, 37, вот, почти 38, и никак не найду. He said, I have only one condition. My wife has to be very, very beautiful. И он говорит, у меня требований почти никаких, только одно, жена должна быть крайне красивой. So then he asked me, please look at my chart and say, will my wife really be so beautiful like a Bollywood film heroine? Говорит, посмотри мой гороскоп, будет ли действительно моя жена красавица, как из фильмов Болливуда. Like So, this event is of almost 7 or 8 years ago. This what happened. Случилось 7-8 лет назад. At that time, it was possible to have animals walking on the streets of Calcutta. Now it is not possible. Like cows and bulls, sometimes they were walking also on the streets without their owner. И в те времена по улицам Калькутты гуляли всякие коровки, собачки. Сейчас они уже не гуляют. Why they not now? Not now, because they have made some restrictions. They are outside the city. Им, короче, раньше так могли прогуливаться спокойненько без хозяев, а сейчас только им вне города разрешают гулять. The moment he asked the question, will I get a beautiful wife? Outside the window, I saw a black cow walking. И в тот момент, когда спросил вот мужчина, будет ли красавица жена, он увидел, что прошла через окно, увидел, что мимо прошла черная корова. He is not going to have a beautiful wife. И он подумал, нехороший знал. Будет красавица. I told that man, I don't know about the looks of your wife, but your wife will be a very generous and a very nice person. И поэтому он сказал, не знаю, как она будет выглядеть, она будет крайне щедрая и приятный человек. After 1 year, the man came with his newly married wife. Вот. So you didn't look at his chart. No. I told him you will have a very good wife. About beauty I don't know. I told him that. Но он сказал, не знаю насчет красоты, об этом я не знаю, но она будет очень хорошая. After 1 year, После год прошел, год спустя пришел этот мужчина, наконец-то женился. so after 1 year, he came with his newly married wife. He came to do the horoscope for his wife also. И он пришел, чтобы Арджун сделал гороскоп его новой жене. Wife was very dark and fat. Dark complexion, very dark complexion and fat. Вот. У жены был очень темный цвет кожи, лица, и она была очень толстая. But the man said, I was looking for the wrong thing. I have got a very nice, very generous wife. И мужчина сказал, я все время не туда глядел, у меня такая прекрасная, такая замечательная и душевная, щедрая жена. The cow may not be very good looking, but cow by nature
is very soft, very affectionate and generous. И, может быть, корова не самое красивое животное, но по природе она очень мягкая, очень щедрая, очень привязчивая, вселюбящая, молочко вкусненькое. So, any more questions? so I will give these lessons also. All nimittas or omens are not so easy to see. There are many more difficult omens also. So those things will also be taught in the 1-year course. И вот это вот нимита, астрология тоже будет в последнем разделе. Юрис, по каким дням будут занятия и когда начало? По четвергам, начало 22 ноября, Во сколько? 18:30. По-моему. Kādi vēl jautājumi, ieteikumi? For the chart calculation, do you use some programs or books, or you calculate in your? Please tell this in Latvian also. Jautājums bija, jā, kā vai Arģuns izmanto kalkulatorus, vai kompjuterus, vai grāmatas, vai visu izdara savā ģenerāla analīzes, использует компьютер, книги, или все в голове у него там сразу чуть-чуть. Only for erecting the horoscope, that is position of planets at the birth time, we use the use software, not for predictions. Используется гороскоп для составления гороскопа на момент рождения. Компьютер не используется для прогнозов. One should После never того, как сделан гороскоп. One should never go for computerized software predictions that can go severely wrong in some occasions. Нельзя использовать, не рекомендую даже использовать компьютерные прогнозы, предсказания. Они могут быть крайне неправильны. If your pet dog gives birth to a puppy and you feed that birth time to the computer, the software may say the puppy will be an engineer. Вот. Ну, например, если вашей собаке родился щенок, и вы дадите это время рождения щенка, заведете в компьютер, компьютер может выдать ответ, что щенок станет великим инженером. The software will never know in what situation that person is born, what kind of genetic quality can the person have, the socio-economic condition of that place. The software will have no idea. И компьютерная программа не знает никакой, не будет знать ситуации, в каких что произошло, кто родился, в каком обществе, при каких условиях. So predictions always from the head, never from computer. Прогнозы только делаются в голове, а для составления гороскопа компьютер. Чай, кофе? Булочки, кто принес, вытаскивает. Man ir jautājums, teiksim, kā nosaukt precīzi to dzimšanas brīdi. Tur ir varianti, kad piedzimst vai tad pārgriezt apstākļi. The question is how to judge which is the exact birth time when the baby shows up from the uterus when the nail with this, how do you call it? Yes, it is cut. Yes. When it is cut. That is one. That is normally we are using. Most astrologers has this opinion. The difference usually is 2 minutes, so doesn't matter. So. Всем спасибо, все свободны. Thank you so much for coming. The time of conception, if that is good, then whether you plan or not plan, the baby will automatically be born in a good time. But if the conception time is inauspicious,
Even if you plan when nakshatra changing, you will make mistakes, you will make wrong judgments, and you will choose a bad time. The conception time is the main time. Svarīgs ļoti ir ieņemšanas brīdis. Ja ieņemšanas brīdis ir labs, tad bērns priecams labā laikā un nebūs tur nekas jāgaida pusstundu, kamēr drīkstēs pārgriezt namas saiti, kamēr iestāsies labs horoskops. Bet ja bērns ir ieņemts sliktā laikā, tad jūs varēsiet domāt, ka te būs labāk tā un pieļausiet kļūdu un vienalga viss notiks tā kā vajag. It is called Garbhadhan. And in a famous book, Brihad Jatakam, there is a special chapter on this called Adhan Adhyay. There is a famous chapter on this, how to choose the right conception time. Jā, un ir viena grāmata, kurā vesela nodaļa, kur ir aprakstīts, kā izvēlēties pareizu ieņemšanas laikу. Момент зачатия очень самый важный. Есть еще одна книжка, где есть специальный раздел, как это делать правильно. Precīzāku, ja pieņemsim zinu ieņemšanas brīdi, kā precīzāk var noteikt pēc nāves brīdi, pēc ieņemšanas laika, pēc tātā dzimšanas laika? The question is how to judge the death time. If you know the time of conception, you know of course the birth time. So better is to judge the time of death by the birth time or by the conception time. By the birth time, it has been said, the conception time and the birth time will give similar indications. Ieņemšanas brīdis un dzimšanas brīdis dos tos pašus rezultātus vai tendences parādīs tās pašas. They are connected. They cannot be different. Viņi nevar būt atšķirīgi. And because it is easier to find the birth time, more difficult to find the conception time, it is wiser to do from the birth time. Tātad priekšlaicīgs dzimdības, ja tas viss jau tagad ir ieplānots, vai? Jā, un tāpēc, ka parasti viņš saka, labāk tomēr ir zināms nevis ieņemšanas laiks, dzimšanas laiks parasti. Labāk izmantot dzimšanas laiku. Okay. Bet nāves laika noteikti ir. Not so easy, you said, to say, to judge about death time. Very difficult, most difficult thing. Most difficult thing. Tā kā nepalīdzēs ieņemšanas laiku. Тогда у меня такой следующий вопрос. Что считается зачатием? Сам акт слияния сексуальный или... Потому что, насколько я знаю, медицински, сперматозоид и яйцеклетка, они могут в течение нескольких дней происходить зачатие. То есть через там несколько дней. Правильно? Что считать как бы зачатием? So she's asking how to judge the conception time, because you know when you have the intercourse, and then it can last for 1-2 days before the sperm meets the egg and makes the fertilization. So is it today when you had sex or maybe tomorrow? That's the thing. It is not within our rights to decide when a child will be born. It is only God say. We can only try. Мы можем только попытаться выбрать хорошее время, а когда это произойдет, это только Бог там решит. So the birth time, it's like a result of God's decision about conception. Yes. You cannot control it. We think we are trying to control so many things of nature, so many things of God, but we are fooling ourselves. Это нам только кажется, что мы тут пытаемся все контролировать, на самом деле природа и Бог. If I am supposed to have a bad child and the child is supposed to have sufferings in his life, если так должно случиться, что у человека будет плохой ребенок, и у ребенка, который родится, должен быть начертано, что он будет страдать в этой жизни. even if you employ the most efficient astrologer to plan the right time, that astrologer will make mistakes. Если даже вы пригласите самого лучшего астролога, определить наиболее подходящее, хорошее время для зачатия, самого лучшего андролога, гинеколога, который рассчитает время сперматозоида, достижения яйцеклетки, они все ошибятся.
Доцент начинается. Right. Okay. Thank you.